Если вы ищете современный, экономичный и технологичный среднеразмерный кроссовер, Чинъянь Q07 – достойный выбор. Модель доступна в 5 комплектациях и оснащена 2 вариантами подзаряжаемых последовательных гибридных установок. Расход топлива всего 5 литров на 100 километров, а запас хода 1400 километров. Но кроссовер Q07 – это не просто гибрид, а настоящий атлет. Экономичный в городе, мощный на трассе и интеллектуальные системы помощи водителю и продуманное пространство в салоне. Дополнительным преимуществом является привлекательная стоимость. Базовая версия начинается от 19, а топовая комплектация обойдется в $24 тысячи. Давайте разберемся, какие у него преимущества, чем он выделяется среди конкурентов и почему именно этот кроссовер может стать сенсацией рынка. Не будем ходить вокруг да около. Новый кроссовер от Чинъянь выглядит дорого, смело и современно. Китайский автопроизводитель явно не поскупился на дизайн, а работу над внешностью кроссовера возглавил известный Клаус Зиссер, ранее трудившийся в Volkswagen Group. Команда из 31 страны вложила силы в создание этого автомобиля. Передняя часть Q07 выполнена в трендовом безрешеточном стиле, который уже стал визитной карточкой многих электрокаров и гибридов. Взгляд привлекают узкие полоски дневных ходовых огней, которые соединены светящейся линией, создавая эффект звездного кольца вдоль всего кузова. Фары расположены чуть ниже, а в качестве опции можно выбрать проекционные фары, которые способны проецировать изображение размером до 150 дюймов на дорогу перед автомобилем. Профиль подчеркивает свою гармонию. Прямая линия крыши намекает на простор в салоне, а общие пропорции делают его визуально сбалансированным. На корме продолжается световая тема. Задние фонари соединены в единую линию, создавая эффект целостности. Что касается деталей, то в автомобиле можно заметить скрытые дверные ручки, безрамочные двери с двойным стеклом и стильные двухцветные диски на 19 или 20 дюймов. Для того, чтобы выбрать нужный оттенок, покупателям предложены 5 вариантов кузова: белый, черный, серый, серебристый, включая изумрудный. Если вам надоели однотипные кроссоверы, Чинъянь Q07 – это настоящий глоток свежего воздуха. Кроссовер имеет габариты 4837 мм в длину, 1920 в ширину и 1690 в высоту. Колесная база – 2905 мм, а клиренс составляет 185 мм. Несмотря на относительно большие размеры, в салоне только 5 мест. Масса автомобиля колеблется от 1785 до 1935 кг в зависимости от комплектации. А теперь самое интересное, что у него под капотом. Здесь используется система Blue Whale 3.0, разработанная компанией специально для этого автомобиля. Она включает 2 бензиновых двигателя. Каждый работает с одним и тем же электромотором мощностью 224 силы, расположенным на передней оси. Первый двигатель, 1,5-литровый атмосферник, для тех, кто ценит надежность, выдает 98 сил. В сумме система дает 322 силы и 455 ньютон-метра крутящего момента. До 100 км в час машина разгоняется за 7,6 секунды. Электрический запас хода – 145 или 215 км в зависимости от батареи. Если вы цените драйв, то эта модель точно стоит вашего внимания. 1,5-литровый турбированный двигатель, который развивает 150 сил, в сочетании с гибридной системой дает суммарную мощность 374 силы и 550 ньютон-метра. Разгон до 100 км в час за 7,4 секунды. В гибридном режиме расход топлива 4,9 литра на 100 км. На одном электричестве можно проехать до 215 км, а общий запас хода с полным баком на 50 литров до 1400 км. Трансмиссия используется электронный вариатор, который подходит для обоих вариантов. Для любителей полного привода есть небольшой минус. В этой модели только передний привод, но, возможно, полноприводные версии появятся позже. Обе версии предлагают на выбор 2 батареи на 21,5 и на 31,7 кВт-часа,
Обе от Kettle с поддержкой быстрой зарядки. Зарядка с 30 до 80% занимает всего 15 минут. Отличный результат для подключаемых гибридов. Кроссовер Q07 построен на новой полностью электрической платформе SDA, которая сочетает в себе центральное и зональное управление. Эта архитектура была разработана с упором на интеграцию современных систем помощи водителю и расширенные сетевые возможности. Уже сейчас в нем доступен продвинутый круиз-контроль, который позволяет автомобилю автоматически двигаться по магистралям. В третьем квартале 2025 года планируется запуск версии с лидаром, что обеспечит еще более высокие возможности автопилота. Кроссовер оснащен современным шасси на платформе нового поколения. Спереди установлена независимая подвеска Макферсон, а сзади многорычажная, что обеспечивает отличную управляемость и комфорт. Также в арсенале интеллектуальное управление шасси с адаптивной электромагнитной подвеской CDC, которую Чиньянь называют шасси-балансиром или волшебным ковром. Это название отражает способность системы сглаживать неровности дороги и поддерживать кузов в стабильном состоянии. Дополняет картину интеллектуальная система динамического управления крутящим моментом и технология амортизации с частотным откликом FSD, которые обеспечивают плавность и уверенность на любых покрытиях. Салон новинки удивляет своей лаконичностью и продуманными решениями. Вместо привычной приборной панели – проекционный дисплей, который, вероятно, идет в базовой комплектации. Передняя панель чистая и минималистичная, с трехспицевым мультирулем и центральным 15- и 4-дюймовым экраном, который можно поворачивать на 15 градусов влево или вправо для удобства водителя или пассажира. Экран работает на фирменной операционной системе с продвинутым голосовым управлением и персонализацией. Для пассажира предусмотрен отдельный 12- и 8-дюймовый экран, встроенный в козырек, оригинальное решение, которое становится трендом. Комфортные передние сиденья с подогревом, вентиляцией, 8-точечным массажем и памятью положения, а спинка переднего пассажира может откидываться на 150 градусов, создавая эффект нулевой гравитации. Задним пассажирам тоже не обделены вниманием подогрев и вентиляция сидений, а также откидной столик для удобства, а спинка заднего сиденья имеет электрическую регулировку до 41 градуса. Панорамная крыша с электрической шторкой свыше 2 квадратных метров наполняет салон светом, а атмосферное освещение с 256 оттенками создает атмосферу. К тому же на руле есть подогрев, а аудиосистема с 16 динамиками гарантирует отличный звук. Багажник впечатляет объемом от 763 до 1759 литров с сложенными сиденьями второго ряда, а наличие крючков и розеток для дополнительного оборудования делает его еще удобнее. Чиньянь Q07 – это точно тот кроссовер, на который стоит обратить внимание. Современный дизайн, продуманный салон и хорошие технические характеристики делают его не только привлекательным, но и очень конкурентоспособным. Если компания продолжит развивать эту модель, а также оснастит его полным приводом, вполне возможно, что Q07 займет свое место среди лучших на рынке гибридных кроссоверов. На этом у нас все, но впереди еще много интересного. Друзья, ваш лайк и подписка – это как полный бак для нашего канала. Поддержите нас, чтобы мы продолжали радовать вас новыми обзорами. Делитесь своим мнением в комментариях, это помогает нам делать контент еще интереснее. Желаем вам только удачных дорог, полного бака и комфортных поездок. Оставайтесь с нами, до скорой встречи на канале.